Приветствую вас на моем канале. Вот так вот примерно по звуку работает у меня печка на 3-й скорости. И на 4-й вот так вот. На 2-й почти совсем не крутится. Сейчас собираюсь достать вентилятор печки, почистить, саму крыльчатку, мало ли вдруг там налипла пыль, грязь там, это может нарушить балансировку, в результате чего двигатель может хуже вращаться. Так, для снятия вентилятора печки мне понадобится открутить 3 самореза с торексом на 4 и оттянуть панель и за панелью нащупать вентилятор, открутить его, достать, и дальше провести какие-то манипуляции с ним. Буду надеяться, что вентилятор заработает получше. И в машине будет как бы потеплее, чем сейчас. Так, первым делом открутим центральный торекс. Всего надо будет открутить 3 торекса. Один здесь, потом торекс вот здесь вот будет и торекс вон там внизу. Сейчас вот эту клипсу отверткой отожмем. Так вот. Для фиксации подложим монету, отожмем второй фиксатор. Также монету подложим. Вот так у нас получилось. Вот. Монетки больше не нужны, их убираем. Если у вас магнитола, нужно просто магнитолу убрать. Вот. И вот там вот в серединке вот видим торекс. Получается вот этот вот. Сейчас его будем откручивать. Есть вот у меня, в общем, такая длинная бита с торексом на 4 и отвертка. Для этой работы она вот именно для откручивания вот этого торекса она подходит идеально. Откручиваем. Так, мы открутили его. Сейчас нащупываем его руками, достаем. Вот такой вот болтик у нас получается. Вот. Осталось открутить еще 2. Идем на пассажирское сиденье. Печка, кстати, она такая, она любит из строя выходить, когда температура ночью до минус 25 опустится, то и ниже. Так, дверь я зря закрыл. Так, снял уплотнительную резинку. Сейчас нужно снять вот накладку на арку. В принципе, снимается достаточно легко. Убираем. Так, вот у нас получается здесь вот второй торекс. Откручиваем его. Крутили. И остался 3-й торекс. Он внизу под заглушкой. Заглушка у меня уже отломалась. В общем, вот он здесь.
потихонечку будем оттягивать панель. Так, вот она у нас уже подалась. Здесь внизу освободилось место для того, чтобы можно было сюда просунуть руку, нащупать вентилятор печки, его достать. Сам вентилятор печки расположен, получается, вот здесь. Не знаю, будет нет видно. Вот он там. Так, я его нащупал. Блин, забыл, в какую сторону отворачивается. Противочасовой или полчасовой. Я его достал. Осталось его так просунуть. Вот он. Отцепляем электрическую клемму. Вот она, электрическая клемма. Включается ее. Все, мы его достали. Вот вентилятор печки. Для дальнейшей работы с ним надо его немножко подразобрать. Для этого вот здесь вот есть такие клипсы. Вот, их 3 штуки. Получается, надо маленькой отверткой немного оттянуть клипсу. Все. Вот эту часть, получается, мы сняли. У нас появился доступ к коллекторному узлу. Вот коллекторный узел. Вот щетка, одна щетка, вторая. Вот сам коллектор. Сейчас его немножко почистим. В принципе, вентилятор я недавно снимал, поэтому каких-то значительных налипаний, пыли, грязи на нем нет. Месяц всего прошел. Но имеется значительный износ самих ламелей. Если посмотреть, вот достаточно уже большая ступенька. И в принципе лучше
заменить вентилятор печки. Ну, до магазина все равно как-то надо ехать, где вентилятор печки покупают. А с неработающей печкой это мало того, что некомфортно, да еще и как бы не совсем безопасно. Поэтому лучше все же произвести эту манипуляцию. Ну, почистить коллекторный узел и на место ее поставить. Для чистки коллектора моторчика печки я закрепил его следующим образом. Далее подам на него напряжение 12 вольт за счет зарядника аккумулятора. Так, увеличиваем ток. Как видим, моторчик печки достаточно так неплохо крутится. Ватной палочкой почищу, приложу ее и почистится коллектор. Ламели почистится. Очистив часть, которую снимали у двигателя от пыли и грязи, совмещаем контакты и отверстия, аккуратно одеваем. Слышим 3 характерных щелчка, и все, двигатель собран. Можно идти устанавливать его на автомобиль. Ну все собрал, машину завел, проверяем, как печка работает. Первая скорость. Ну, уже получше, без скрипа, без всего. Вторая скорость. Ну, в принципе, более-менее. Третья скорость. И четвертая. На четвертой скорости уже ощущается вибрация.